Всем привет! С вами Марк, и сегодня мы будем обозревать новый смартфон от Sony Xperia 1 Mark III. Очень интересный во всех отношениях смартфон. Как минимум тем, что он уже попал в топ-10 продаж по Китаю. Вы скажете, Sony в топ-10 продаж? Именно так. Почему? Что в нем такого особенного? Вместе и будем разбираться. Знакомьтесь, это моя жена. Говоря о камере в этом телефоне, хотелось бы рассказать абсолютно все, потому что функций здесь просто немерено. Во-первых, 4 модуля. Ширик, основная, первое положение телевика и второе положение телевика. Здесь есть боке, включается вот этой кнопкой. Мощность размытия регулируется вот этим ползунком. Слишком сильно я бы не стал загоняться, но где-то посередине как раз самое то. На улице фоткает хорошо. Дальше серийка. Здесь мы можем делать маленькую и высокую скорость серийки. При половинном нажатии на клавишу спуска у нас фокусируется по глазам. Можно нажать на объект, который вы хотите зафиксировать. Он будет очень хорошо сопровождаться этим квадратиком. Если вы уведете телефон в сторону и вернете, он все равно вспомнит и вернет все как было. Работает это, даже если вы переключаетесь между модулями, что очень классно. Ни у одного другого телефона на всех модулях такого мощного автофокуса нет и быть не может. Далее, это у нас идет простой режим. Не забудьте зайти в настройки и посмотреть, что вы хотите там изменить. Например, Soft Skin эффект, режим мягкой кожи, чтобы у вас не было всякой смазанной ерунды вместо лица. Значит, еще интересные фишки здесь вот это. Можно, то есть, добавить теплоты или похолоднее сделать, яркость повысить, понизить. Ну вот, собственно, это касается фото. Касательно видео. Здесь вот такая кнопочка, прям под большим пальцем. Она там нельзя. Я не рекомендую снимать вне HDR вообще. То есть, в этом телефоне HDR это чуть ли не самая крутая фишка. Благодаря HDR у вас больше будет информации в тенях и в цветах. Вы сможете снимать гораздо более приятные для постобработки материалы. Но Sony зажали. И 4К 60 и 120 здесь все еще нет. Все еще нет. Зато есть стабилизация, очень хорошая. Мне нравится стабилизация даже на телевике. Посмотрите, вот я двигаю. Оно, конечно, слегка дерганое. Но, в принципе, если плавно вести, очень и очень вменяемая. Далее. Это все режим Basic. Сейчас мы будем рассматривать режим Pro Photo. Здесь все как в профессиональных зеркалках и беззеркалках Sony. Переключаются у нас модули вот таким образом. Здесь уже работает AI цифровой зум. Видите, появилось AI. Это совсем другого уровня цифровой зум. Не то же самое, что в обычной камере. Здесь у нас все эти регуляторы, объяснять, наверное, не имеет смысла, зато вот это вот необходимо упомянуть. Здесь у нас возможность щелкать только RAW, RAW и JPEG и, собственно, только JPEG. Вот у нас автофокус. Можно заблокировать все настройки, ничего меняться не будет. Просто, то есть, чтобы пальцы куда-то там что-то не нажалось, может быть под водой полезно, чтобы вот этой кнопкой только фоткать и все. То есть не страшно, как видите, ничего страшного. Вот эти все режимы для тех, кто хочет. Но это не нужно. То есть достаточно вот этого. И хотелось бы также рассказать вам про Cinema Pro. Cinema Pro все тоже не настолько страшно, насколько кому-то может показаться, но только в нем доступны 120 FPS. 120 FPS вы сняли в 120 FPS, и потом можно красиво это все замедлить. Будет у нас очень такое приятное слоумо. Все эти штуки известны тем, кто пользовался телефонами Sony Mark 1 и Mark 2. Собственно, ничего нового здесь я не могу вам сказать. Многим интересен такой момент в камере, как минимальная дистанция фокусировки. Раз в жизни всем охота сфоткать какого-нибудь жучка, и важно, насколько близко телефон к этому жучку можно будет поднести. Мы будем фокусироваться на надписи Astrotech на моих наушниках. Расстояние фоткаем на ширике. Примерно сейчас вот так будет 6,5 сантиметров. Он показывает зелененький квадратик. Посмотрим, насколько это реально.
Надпись в абсолютном фокусе. 6,5 примерно. Если мы поднесем телефон поближе, то он показывает, что сфокусировался, но я вижу, что он не сфокусировался. Вот, посмотрите. Поэтому для ширика 6,5 сантиметров. Давайте на основной камере посмотрим, может ли он сфокусироваться с такого же маленького расстояния на основной камере. Как мы видим, нет. Я отнесу чуть телефон обратно. Чуть обратно отнесу. Вот он показывает сейчас зелененьким. Смотрим. Надпись чуть-чуть не в фокусе. Отнесем телефон чуть-чуть назад и получим примерно 12 сантиметров, может быть 15. Отлично. Мне очень нравится. Очень хорошее фото. Относим телефон еще дальше, потому что на телеке минимальная дистанция фокусировки еще гораздо дальше. И телефон приходится относить вот аж вот на такое расстояние. Еще. И еще. Он показывает, что сфокусировался, но мне все еще это кажется нереальным. Квадратик не загорается зеленым. Смотрим. Нет. Ни о каком фокусе речи не идет. Это значит у нас 70 миллиметров. 70 миллиметров. Аж вот на этом расстоянии фокусировка у нас реальная. На таком расстоянии. Да. Поэтому делайте выводы сами. Многие также интересуются, как на этот смартфон снимать полноценное 16:9 видео с высокой частотой кадров, а не обрезок 21:9. Решение очень простое. Для этого вам понадобится приложение Mac Pro 24 FPS. Привет, Саня, спасибо за приложение. Значит, открываем его. И что мы видим? Видим огромную кучу настроек. Но не бойтесь, снимать можно и в автомате. Видите, кнопочка М, ручной режим, А, авто. Значит, можно снимать на автомате. Не бойтесь этого приложения. Значит, что у нас доступно? Начинаем с самого широкого объектива, 16 мм. У нас доступны 24 кадра в секунду, полноценная UHD, 10 бит. Смотрите, какие настройки у меня. Значит, HDR есть, стабилизация работает цифровая, коррекцию горячих пикселей лучше держать включенной, шумодав лучше выключать. Дисторсию, если вы хотите бочкообразный вид у ширика, то лучше отключите. Значит, вот такие настройки, 10 бит. Можно включить 30 кадров в секунду, для тех, кому нужно 30 кадров в секунду. Вот вам полноценная UHD, 30 кадров в секунду. Можно снимать даже 12 мегапикселей, 4:3. Но только будет 8 бит. Для тех, кому интересно 60 кадров в секунду, 60 кадров в секунду работает тоже 3:4, но оно будет немножко растянуто, придется сжимать. Видите, мой телефон вытянулся. Обычная Full HD почему-то не работает. Я думаю, невелика потеря, поэтому на ширик в основном хватит и того, что есть. Значит, идем к следующему объективу. Основной объектив. Значит, у нас есть следующие режимы. 24 кадра в секунду, 10 бит, все как я показывал. У нас стабилизация и оптическая, и цифровая доступна, HDR, коррекция горячих пикселей, резкость выключаем, шумодав выключаем, дисторсию можно не включать. Значит, что у нас есть? У нас есть также 30, естественно, есть 60 кадров в секунду, UHD 60 кадров в секунду. То, что надо, то, что доктор прописал. Вот смотрим, как оно выглядит. Плавно, очень здорово. Значит, идем дальше. Это у нас было 10 бит, 60 кадров в секунду. Переключаемся на 120 кадров в секунду, 16:9. И вот что мы видим. Я рекомендую снимать слоумо не в ручном режиме, а в автомате, потому что в этом режиме телефон все равно будет терять кадры. Это очень высокая нагрузка. Просто подумайте, какой объем информации смартфон должен через себя прокачать, чтобы записать для вас 120 кадров в 4К. Причем это 10 бит, и причем это еще и HDR. Это просто чертовски огромный объем данных. Возвращаем все на 24, как мы и любим, самое отличное для киношной картинки. Идем на телевик. Что у нас может телевик? Телевик может все те же 10 бит при обычном Ultra HD 24 кадров, стабилизация доступна, HDR доступна, шумодав выключаем. Значит, у нас есть также 30 кадров в секунду и 60 кадров в секунду. Здесь, в отличие от ширика, 60 кадров в секунду работают в традиционном 16:9.
Но только вот не знаю, какой смысл на телевик. Может быть, вы придумаете, как использовать видео вот такое. Вот, и еще фронталка. Естественно, нужно вам рассказать про фронталку. Фронталка снимает вот так. Доступны у нее 8 мегапикселей, 4:3. 60 кадров в секунду нет. Я не знаю, зачем с фронталки 60 кадров в секунду, но может быть кому-то нужно. Это вот недостаток. Нет 60 кадров в секунду и нет полноценного 4К. Но есть 8 мегапикселей, которые, в принципе, должны всех устроить. HDR есть, стабилизация есть, шумодав. Лучше не выключать, конечно, на этой фронталке шумодав, потому что видео будет зернистым. Вот сами посмотрите, достаточно зернистое видео. Лучше, конечно, снимать с шумодавом на фронталку. Ну, тем более, в основном будут себя снимать блогеры какие-нибудь. И нужно, чтобы быстро залить в соцсети. Самое то. В принципе, это все, что нужно знать про приложение Mac Pro 24 FPS. Вот, можно... на фронталке не работает, кстати, ручной режим, да, видели? Peace like a river attendeth my way. When sorrow I see the flow. Whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well. With my soul, it is well with my soul. 4К 120, 4К 120. А что, если я вам скажу, что в этом телефоне есть 4К 240? Смотрите. 40, 60, 120, 240. Да, ребята, 240 – это просто бешеная мощность. Но здесь есть пояснение. Когда вы включаете 240, у вас будет более плавная картинка, потому что после каждого из 120 кадров в секунду будет добавляться один черный кадр. Здесь так и написано. На OLED-экранах это позволяет добиться более высокой четкости, потому что так они работают, так они устроены. Также здесь можно ускорить работу тача, улучшить отслеживание тача. Ну, все это дело, как и раньше. Что здесь нового появилось? Значит, ну, это тоже, я думаю, все знают. В телефонах Sony появилось, что можно отключать аккумулятор во время зарядки. То есть телефон будет кушать из зарядника, и батарейка не будет нагреваться. Здесь можно всякие там память очистить, убрать уведомления во время игры. А вот что появилось нового. Эквалайзер, то есть вы можете, допустим, в игрушках-стрелялках добавить шагам, допустим, громкости, чтобы слышать, как ваши противники ходят. Я не буду рекламные всякие эти повторять, но, в общем, есть эта фишка классная. И также здесь можно изменить гамму экрана. То есть можно повысить серую точку, и если там в темноте какие-то люди спрятаны где-то в углах, опять же, в стрелялках это может быть полезно. В общем, для игроков этот телефон подготовлен основательно. Собственно, как включается 4К 120? Идем в настройки, дисплей, высокая частота обновлений. Одним переключателем включили, выключили, включили. Работает, конечно же, гораздо плавнее. Это ощущение ни с чем не спутать. Но я не знаю, вы хотите смотреть, как у вас картинки просто по экрану бегают, или вам это для дела нужно? В игрушках самое то. А так, в принципе, не знаю. Яркость у всех на максимуме, True Tone на айфоне выключен. На Соньках включен режим создателя, а здесь максимальная яркость.
сейчас будем слушать эти два аппарата и выясним, улучшился ли звук в новых Xperia относительно старья. Начнем с новичка. Окей. Слушаем XZ Premium. Все громкости на максимуме. Ну что я скажу? Мне кажется, я понял, в чем разница. Да. Отчетливо слышна разница сейчас. В общем-то, можно ее охарактеризовать примерно следующим образом. Здесь звук более четкий и подача более мощная в сравнении со старичком. Здесь звук очень неплохой. Все-таки начиная с 2017 года слушал и продолжаю слушать. И хорошо заходит. Но, да, здесь звук улучшили. Я бы не сказал, что разница очень различима будет в любых наушниках. В хороших наушниках вы услышите разницу обязательно. Также некоторые пользователи на предыдущих моделях Sony Xperia Mark I и Mark II сталкивались с некорректной работой датчика приближения. Как вы можете лицезреть, на этом телефоне такой проблемы нет. Вот так я прикладываю телефон к уху, прорезью к слуховому каналу, и все у меня нормально. Что в этом телефоне хочется отметить отдельно, так это вибромоторчик. Он здесь просто невероятно классный. Все, наверное, пробовали Taptic Engine в айфонах, так здесь работает подобным образом. Ощущение от нажатия и отпускания такое же, как будто бы ты нажал и отпустил клавишу. Щелчки очень натуральные, естественные. Хочется нажимать и отпускать, нажимать и отпускать. Прям очень нравится. Сейчас посмотрим, как работает датчик отпечатка пальцев. Вот мы берем телефон, я просто прикладываю палец. Просто прикладываю. Он просыпается. Немножко не спеша. Если нажимать на клавишу, вы успеете, может быть, увидеть экран блокировки. Вот примерно так. Очень быстро. Теперь на XZ Premium. Нажимаю, открыли. Нажимаем, открыли. Нажимаем, открыли. То есть достаточно быстро, никаких нареканий нет. Обратите внимание, по площади они отличаются. Они отличаются по площади датчики. На этом телефоне приходится нажимать. На этом телефоне нужно прикладывать. И работает оно достаточно быстро, чтобы не жаловаться. Далее, кого-то интересовала кнопка ассистента.
В общем-то, так оно и есть. Это кнопка ассистента. Кроме ассистента, повешать на нее что-то другое не представляется возможным, по крайней мере на китайской прошивке. Но кнопка находится настолько глубоко, что я не знаю, кого она может напрягать своим присутствием. Просто представьте себе, что ее нет. Значит, людей интересовало то, насколько хорошо телефон держит связь. Сейчас будем смотреть. В этом лифте я каждый раз, спускаясь, теряю связь. Вот мы заходим сейчас в лифт. Нажимаем первый этаж. Смотрим. У нас есть China Unicom, Beeline. Спускаемся. Вроде показывает 0. О, опять снова поймал. У меня на моих старых Xperia нет связи. О, сейчас будем смотреть. Выхожу из лифта. Нет, о, все. У меня на моих Xperia проходит около 30 секунд после того, как я выхожу из лифта. Идемте обратно. Связь все-таки разрывается, но восстанавливается очень быстро. Обычно я успеваю дойти до своей квартиры. Вот сейчас показывает 0, но все равно связь как бы есть. Итак, выводы. Какие же выводы? Win или fail? Что думаете вы? Пишите в комментариях. На мой взгляд, это самый крупный win у компании Sony за последние годы. Посудите сами, это не iPhone настолько, насколько только может быть. Это гордый, непреклонный самурай. Что же делает самурай? Самурай извлекает симку при помощи пальцев. Ему не нужен для этого какой-то дохлый инструмент. Самурай добавляет к 512 гигабайтам памяти в телефоне флешку. Зачем, спросите вы? Есть же AirDrop, есть шнурок. Флешка позволяет перенести все ваши данные мгновенно. Win. Самурай не смотрит в экраны с вырезами. Самурай наслаждается прямоугольным экраном без вырезов. С частотой обновления в 120 Гц в интерфейсе и 240 Гц в играх. Самурай слушает музыку через аудиоджек без каких-либо переходников. Самурай использует телефон как камеру, наслаждаясь клавишей спуска. Самурай использует свою катану строго по назначению. Всем спасибо, до свидания. С вами был Марк и до скорых встреч.